Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Червивая кровь. Часть первая. Тухлый колодец. В деревне Выселки не было птиц. Матвей заметил это на третий день, когда сидел на прогнившем крыльце дедовского дома, пытаясь отскрести стовиковую грязь со старого топора. Стояла середина июля. Удушливая, багровая жара плавила деготь на крышах, но в густых зарослях малинника и на раскидистых вязках царила мертвая, ватная тишина. Ни воробьиного чириканья, ни вороньего грая, только жирные, сизые мухи лениво кружили над заросшим крапивой двором, издавая тяжелый, утробный гул. Матвей сплюнул под ноги. Ему было 24, и приехал он сюда не от хорошей жизни. В городе он задолжал серьезным людям такие деньги, за которые в портовых промзонах обычно забивают арматурой до потери пульса. Дедовский заброшенный дом на самой окраине, вымирающей, отрезанной от цивилизации деревни, казался идеальной норой, чтобы пересидеть год-другой. «Слышь, парень, ты бы воду оттуда не пил!» — раздался из-за покосившегося плетня хриплый, надсадный голос. Матвей вздрогнул и повернул голову. У забора стоял старик Михей, единственный сосед, которого Матвей видел за эти дни. Одет он был в допотопный зипун, несмотря на 30-градусную жару, а на голове торчала грязная кепка без козырька. Лицо Михея напоминало печеную картофелину, вся в глубоких серых морщинах, из которых торчала редкая седая щетина. Но больше всего Матвею не понравились его глаза. Маленькие, желтушные, с абсолютно неподвижными, словно застывшими зрачками. Старик указывал скрюченным черным от грязи пальцем на колодец-журавль, стоящий в углу двора. «А что с ней не так?» – буркнул Матвей, поднимаясь с крыльца. «Вода как вода. Вчера чай заваривал, вроде нормальная. Немного железом отдает, и все». Михей издал звук, похожий на сухой кашель или смешок, обнажив гнилые редкие зубы. «Железом, говоришь? Ну-ну. Это не железо, милок. Это дедовская кровушка, выселковая из земли прет. Вода в нашем колодце червивая. Ежели приглядеться на самом дне, под настилом, они ручьем ходят. Беленькие такие, тонкие, как волосы. Они землю точат, они и нас точат. Ты б и в няк ходил, к ручью, там чище будет. А из этого не пей. Зачервивеешь.
Чего сделаю? Матвей нахмурился, старик явно выжил из ума. «Зачервивеешь!» — упрямо повторил Михей, даже не моргнув своими желтыми бурлаками. «Сперва внутри зазудит, под ребрами, будто щекочет кто. Потом жрать начнешь, как не в себя, а сыт не будешь. А как кожа лопаться начнет, все, пиши пропало. Значит, вышли наружу хозяева. Ты прислушайся ночью-то. Земля под полом не молчит. Она дышит. Нас тут 30 дворов было. А нонче 5, коллег осталось. И все потому, что колодец открыли. Старик резко повернулся и поплелся прочь, по пыльной дороге, волоча правую ногу, которая гнулась в колене как-то неестественно, словно там не было чашечки, а только мягкий, тряпичный сустав. Матвей выругался про себя, подошел к колодцу и откинул тяжелую деревянную крышку, оббитую замшелым толем. Из темного зева пахнуло сыростью, болотной прелью и чем-то неуловимо сладковатым, напоминающим запах мясного прилавка в конце жаркого дня. Он заглянул внутрь. На глубине 5 метров тускло поблескивало черное зеркало воды. Никаких червей видно не было, только по самой кромке сруба, между склизкими бревнами, медленно пульсировала какая-то белесая, студенистая плесень. «Старый хрыч!» — проворчал Матвей, захлопывая крышку. «Совсем мозги от водки высохли». Он вернулся на крыльцо, но работать больше не мог. Слова старика, несмотря на всю их глупость, оставили внутри мерзкий липкий осадок. А через час, когда солнце начало клониться к черной стене дальнего леса, Матвей поймал себя на том, что у него нестерпимо зазудело в правом боку, чуть ниже ребер. Часть вторая. Звуки под полом. Ночь навалилась на выселки душным черным одеялом. Ни одна звезда не пробивалась сквозь плотные масляные тучи. Матвей лежал на старом дедовском диване, укрывшись дырявой простыней. В доме стояла невыносимая духота, но открыть окна он не решался. Из темноты двора несло той самой приторной болотной прелью, от которой начинала кружиться голова. Зуд под ребрами не проходил. Напротив, он стал глубже. Теперь это было не просто чесание кожи. Казалось, прямо под мышцами, глубоко в брюшине, что-то медленно, лениво ворочается, перебирая невидимыми лапками или усиками. Матвей тер бок до багровых ссадин, но это не приносило облегчения. Вдруг в тишине дома раздался звук. Скрежет. Короткий, сухой, словно кто-то проводил тупым гвоздем по сухой доске. Звук шел снизу, из-под пола, прямо под диваном. Матвей замер, перестал дышать. Сердце заколотилось в груди, как сумасшедшее. Он выждал минуту. Тишина. «Крысы», — подумал он, чувствуя, как по спине катится холодный пот. Старые дома всегда полны грызунов. Но следующий звук заставил его похолодеть. Это было не крысиное шуршание. Это было чавканье. Мокрое, мерзкое, тяжелое хлюпанье, словно кто-то месил ногами густую жирную грязь прямо там, в темноте погреба. И в такт этому хлюпанью половицы под диваном начали едва заметно вибрировать.
Матвей рывком сел, нащупав на полу тяжелый фонарь и тот самый топор, который точил днем. Сердце бухало в ушах. «Кто там?» — крикнул он, но голос сорвался на сиплый фальцет. Ответа не последовало, но чавканье прекратилось. Вместо него раздался долгий, тяжелый выдох. Так дышит старая, загнанная лошадь или очень крупный, сытый скот. Воздух из-под половиц пробился в комнату через щели, и Матвей едва не вырвал. В нос ударил концентрированный запах тусклого колодца, смешанный с ароматом сырого, разлагающегося мяса. Превозмогая парализующий страх, Матвей опустил ноги на пол. Доски были неестественно теплыми, почти горячими, словно под ними топилась печь. Он посветил фонарем на тяжелую дубовую крышку люка, ведущего в подпол. Она лежала в углу кухни, придавленная сверху старым чугунным утюгом. Утюг медленно, на пару миллиметров, сдвигался в сторону. Что-то снизу толкало крышку. Толчки были редкими, но страшной силы. Дубовая доска толщиной в 5 сантиметров глухо стонала под этим давлением. «Пошли вон!» – заорал Матвей. Подскочил к люку и со всей силы рубанул топором по стыку досок. Обух с треском врезался в дерево. Из щели тут же брызнула струя густой, белесой жидкости, похожей на гной. Несколько капель попали на голые щиколотки Матвея. Кожу мгновенно обожгло дикой, непереносимой болью, словно на нее плеснули кислотой. Он вскрикнул, отпрянул назад и упал на табурет, бешено оттирая ногу простыней. Там, где упали капли, кожа вздулась серыми, водянистыми волдырями. Толчки под полом прекратились. Снова раздался этот свистящий, мокрый выдох, и что-то тяжелое медленно отползло вглубь подземелья, шурша сухой землей. Матвей не спал до утра. Он сидел в углу комнаты, забившись между шкафом и стеной, держа топор наперевес. Зуд в его боку к рассвету стал настолько сильным, что он едва не терял сознание. Ему казалось, что внутри него, послушные какому-то невидимому ритму, шевелятся тысячи крошечных, нитевидных существ, прокладывая себе дороги в его собственных венах. Часть 3. Жители выселок. Утром жара вернулась с новой силой. Небо стало грязно-желтым, словно его затянуло дымом от торфяных пожаров. Матвей, бледный, с огромными черными кругами под глазами, вышел на улицу. Нога в местах ожогов страшно распухла. Он заметно прихрамывал. На нем была плотная куртка. Он пытался скрыть непрекращающуюся дрожь и зуд, который теперь распространился на спину и шею. Ему нужно было уезжать. К черту долги, к черту бандитов. Лучше получить пулю в городе, чем оставаться в этой проклятой глуши, где земля под ногами ходит ходуном. Но была одна проблема. Старый мотоцикл «Иж», на котором он приехал, наотрез отказывался заводиться. Кто-то за ночь слил весь бензин и перерезал провода зажигания. Причем срезы были странными, неровными, от ножа, разлохмоченными, словно их перетерли тупыми, сильными зубами.
До ближайшего шоссе было 20 километров пешком через глухой лес. С такой ногой Матвей не прошел бы и 3. Он решил идти к Михею. Старик, хоть и сумасшедший, явно знал, что здесь происходит, и у него в сарае Матвей видел старую дрезину или велосипед. Деревня оказалась мертвой. Окна изб были заколочены серыми досками. Дворы заросли бурьяном выше человеческого роста. Кое-где из травы торчали ржавые оставы тракторов и сиялок, напоминая скелеты доисторических чудовищ. Дом Михея стоял посреди этого запустения. Матвей толкнул низкую калитку, которая с жалобным скрипом отворилась. Дверь в избу была распахнута настежь. «Михей!» — позвал Матвей, заходя в темные прохладные сени. «Старче, ты дома? Мне помощь нужна!» Из глубины комнаты доносился странный звук. Хруст. Точно так же собака грызет крупную мозговую кость, сдирая остатки хрящей. Матвей прошел в горницу и застыл на пороге. В комнате было грязно и темно, шторы задернуты. На полу, посреди разорванных подушек и перевернутой мебели, сидел Михей. На нем не было зипуна, старик был абсолютно голым. Его тело представляло собой кошмарное зрелище. Кожа на спине и боках лопнула в десятках мест, образуя глубокие, бескровные продольные разрезы. И из этих разрезов, как живые струны, наружу высовывались длинные, толщиной в палец, полупрозрачные белые черви. Они медленно шевелились, ловя воздух, и их слепые, округлые головки пульсировали в такт дыханию старика. Перед Михеем лежало тело крупной домашней свиньи, наполовину обглоданное. Старик запускал обе руки глубоко в тушу, вырывал куски сырого мяса вместе с салом и с урчанием запихивал их в рот, почти не жуя. Его челюсти двигались с невероятной скоростью, а губы были черными от засохшей крови. «Михей!» – прошептал Матвей, чувствуя, как ноги становятся ватными. Старик медленно повернул голову. Его желтые глаза теперь были полностью залиты чернотой. Зрачки расширились так, что белков не осталось вовсе. Из его рта, вместе с кусками свинины, вывалился комок мелких, нитевидных червей, которые тут же начали расползаться по его подбородку. «А, сосед!» Голос Михея больше не был человеческим. Это был утробный, булькающий хрип, шедший откуда-то из глубины его раздутого, неестественно крупного живота. «Пришел! Водички! Водички нашей испил! Хороша водичка, земляная, живая!» Старик начал подниматься с пола. Его суставы трещали, как сухие ветки. Из разрезов на его ногах черви посыпались дождем, извиваясь на грязных половицах. «Они есть хотят, Матвеюшка!» – прохрипел Михей, делая шаг вперед. Его руки со скрюченными пальцами потянулись к парню. «Мы все их кормим, и дед твой кормил, пока не высох весь. Земля под выселками – это один большой рой, а колодец – это его род. Скоро и твои выйдут.
Слышишь, как поют?» Матвей взвыл от ужаса, вылетел из избы, как ошпаренный, и помчался по улице, не разбирая дороги. Сзади, из окон дома Михея, доносился этот жуткий, булькающий смех, переходящий в свистящий клёкот. Часть 4. Рой под землей. Он заперся в своем доме, заколотив входную дверь 3 толстыми досками. Окна он заставил тяжелыми шкафами и сундуками. В доме воцарился полумрак, нарушаемый лишь тонкими лучами света, пробивающимися сквозь щели. Зуд под ребрами прекратился. Ему на смену пришла тупая, распирающая боль. Матвей упал на колени перед разбитым зеркалом в прихожей и сорвал с себя куртку и рубаху. То, что он увидел, заставило его закричать от отчаяния. На его правом боку, прямо под кожей, четко вырисовывались продолговатые бугри. Они двигались медленно, волнообразно. 3 крупных узла перемещались от бедра к грудной клетке. Кожа в этих местах стала тонкой, почти прозрачной. Сквозь нее просвечивало что-то грязно-белое. На ноге, там, где были ожоги от гноя, образовались глубокие язвы, из которых сочилась густая, склизкая сукровица. «Нет, нет, нет!» — шептал Матвей, царапая ногтями кожу, пытаясь выковырять твари из себя, но пальцы лишь натыкались на твердые, мускулистые кольца паразитов, засевших глубоко в мясе. Вдруг весь дом вздрогнул. Это не было похоже на ночные толчки. Земля под фундаментом заворочилась так, словно под ней проснулся гигантский оползень. С полок посыпалась старая посуда, с грохотом упала и раскололась на части чугунная печка-буржуйка. Половицы в центре горницы с треском лопнули. Тяжелая дубовая крышка подпола вместе с утюгом взлетела вверх, ударившись в потолок. Из черного провала погреба хлынула серая, жирная грязь. Но это была не просто земля, она шевелилась. Миллионы, миллиарды тонких белых червей переплетались в сплошной пульсирующий ковер, который стремительно заполнял комнату. Они лезли изо всех щелей, из-под плинтуса, падали с потолка вместе со старой штукатуркой. И вслед за этим ковром из-под пола поднялось оно. Это существо когда-то было человеческой женщиной. Матвей разглядел остатки истлевшего ситцевого сарафана, вросшего в серую плоть. Но сейчас это была гигантская раздутая матка роя. У нее не было лица, вместо него красовалась огромная круглая воронка, усаженная рядами мелких роговых зубов, из которой непрерывным потоком изрыгались новые порции червей. Вместо ног у существа был сплошной студенистый хвост, уходящий глубоко в колодезную шахту под домом. Рядом с ней из темноты выкатились еще 3 фигуры. Это были остальные жители выселок. Их тела были наполовину съедены червями, кости обнажены, но они двигались, повинуясь воле матки. Среди них Матвей узнал Михея. Старик улыбался своим беззубым ртом
хотя его нижняя челюсть держалась лишь на паре серых сухожилий. «Семья!» – прохрипел Рой голосами всех мертвецов одновременно. Звук вибрировал в воздухе, от него закладывало уши. «Семья вернулась домой! Земля хочет пить, Матвей! Земля хочет есть! Налей нам своей крови!» Матвей отступил к стене, сжимая в дрожащей руке топор. Вокруг его ног уже закручивались тысячи белых нитей. Они заползали под джинсы, впивались в язвы на ногах, и он чувствовал, как их ледяные, склизкие тела пробивают кожу, впиваясь в его собственный кровоток. «Пошли вы все!» – прорычал он и бросился вперед, целясь топором в круглую пасть чудовища. Он успел сделать лишь шаг. Михей с неестественной для старика скоростью перехватил его руку. Сила в мертвых пальцах была такой, что кости запястья Матвея хрустнули, и топор со звоном упал в копошащуюся массу червей. Другой мертвец схватил его за волосы, запрокинув голову назад. Матка Роя медленно наклонилась над ним. Из ее зубастой воронки капал тот же самый жгучий белесый гной. «Не бойся, маленький!» – прошептал Рой. «Червивая кровь, самая сильная. Ты будешь жить вечно, под землей, в темноте, с нами». Воронка раскрылась шире, и Матвей увидел, как из глубины существа к нему тянется огромный, покрытый шипами белый жгут. Эпилог. Через месяц к повороту на выселке подкатил черный внедорожник. Из него вышли двое крепких мужчин в кожаных куртках. У одного из них в руках был завернутый в брезент автомат. «Точно здесь этот щегол прячется?» – спросил первый, оглядывая пустынную заросшую дорогу. «По наводке здесь. У его деда тут берлога была. Пошли, прижмем гаденыша, долг сам себя не вернет». Они вошли в деревню. Стояла звенящая, мертвая тишина. Ни птиц, ни ветра, только жирные сизые мухи кружили над травой. Дом деда Матвея они нашли сразу. Дверь была выбита, внутри царил разгром. На крыльце сидел человек. На нем была старая, грязная куртка, капюшон наброшен на глаза. Он сидел неподвижно, уставившись в землю. «Эй, Матвейка!» — крикнул тот, что был с автоматом. «Заждался, сука! Деньги привез или нам из тебя душу вытрясти?» Человек на крыльце медленно поднял голову. Из-под капюшона на бандита уставились абсолютно черные, без белков глаза. Лицо парня было покрыто глубокими, сухими разрезами, из которых, ловя душный июльский воздух, лениво высовывались толстые белые черви. Парень улыбнулся слишком широкой, безумной улыбкой. «Деньги!» – тихо прохрипел он голосом, в котором слышался гул сотен подземных глоток. «Деньги не нужны. Земля хочет пить. Водички, водички наши испейте». Из-под крыльца, с треском ломая гнилые доски, хлынул сплошной живой белый поток. Бандиты даже не успели вскинуть оружие. Их крики разорвали тишину выселок, но быстро, захлебнувшись,
хлюпающем, чавкающем звуке, который доносился со дна старого, тухлого колодца.